Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Миролюбов Иван, я экскурсовод Московского государственного объединенного музея-заповедника, и сегодня я бы хотел познакомить вас с основными объектами нашей территории Коломенское. Начинаем мы нашу экскурсию с музея деревянного зодчества, который составляет, пожалуй, такую славу нашего музея. Здесь можно познакомиться с объектами деревянной архитектуры старинной. Ну, ни для кого не секрет, что в старину деревянная архитектура была гораздо больше распространена в нашей стране. Да? Можно даже вспомнить знаменитую поговорку о том, что Москва от копеечной свечи сгорела. К сожалению, старинные деревянные постройки были очень легко подвержены огню, но так или иначе дерево — это более удобный, более легкий в использовании материал, поэтому в старину, как я уже сказал, деревянная архитектура была распространена гораздо шире. Начиная со времен императора Петра Великого в нашей стране уже больше распространилась, конечно, каменная архитектура. Вот, поэтому здесь в основном у нас представлены памятники деревянного зодчества 17 столетия. Ну и, наверное, наш разговор имеет смысл начать с башни Братского острога, которую видите перед собой. Само по себе слово «острог», оно родственно с русским словом «острый». Вот, и острогом называлась какая-либо крепость, то есть некий укрепленный пункт. Братский острог был основан в 30-х годах 17 столетия казацким воеводой Максимом Перфильевым и получил свое название от наименования народа бурятов. Ну, немножко искаженно получилось название, прозвучало браты. Вот, отсюда и название Братского острога. Основной массив башни, в принципе, можно поделить на два больших объекта. Это верхняя часть, где непосредственно располагалась огневая точка, туда вела вот лестница, которая расположена рядом со мной. Вот. Ну а нижняя часть — это было жилое пространство, в принципе отапливаемое, однако такие суровые условия жизни в подобной башне описывает как раз обитатель этого острога, протопоп Аввакум. Он в своих записках сообщает о том, что в буквальном смысле его привезли, бросили в такую башню, дали ему только что соломки, и упоминает он также неисчислимое количество мышей, которые очень сильно ему досаждали. Так что надо, конечно, понимать, что условия жизни в подобной башне в этом остроге были довольно суровы. Ну и теперь мы с вами из сибирских глубин перенеслись уже на русский север, в Карелию. И перед нами сейчас маховая башня Сумского острога, который стоял на берегах реки Сумы. Надо отметить, что русский север связан с именем такой прославленной обители, как Соловецкий монастырь. С давних времен Соловецкий монастырь был не только такой знаковой духовной обителью, центром духовной жизни русского севера, но еще и сосредоточением хозяйственной жизни. И вот известно, что обширные территории были пожалованы этому монастырю городом Новгородом, а впоследствии это было подтверждено грамотой царя Ивана Грозного. Ну и понятное дело, что для охраны своих обширных владений монастырь на границах создавал вот такие вот крепости, укрепленные точки. Одной из этих точек как раз и был вот этот самый острог, башню которого мы с вами сейчас видим. Мы здесь с вами можем наблюдать как раз крепостную стену Сумского острога в варианте 80-х годов 17 столетия. Массивные стены были построены из так называемых конструкций тарас. Да, стены на тарасах они назывались. Тарасы — это такие срубы, либо четырехугольные, либо треугольные, как вот, скажем, здесь мы можем наблюдать. И вот эти вот срубы внутри заполнялись грунтом, камнями для большей устойчивости. Ну а сверху над этими конструкциями размещались специальные такие переходы, мосты, где могли находиться как раз воины, которые через бойницы могли вести огонь по противнику в случае, если бы крепость у нас подверглась бы нападению. Вообще нужно отметить, что наш музей деревянного зодчества был создан еще основателем нашего музея, архитектором, собирателем древности Петром Дмитриевичем Барановским, который вот эту башню, которую мы с вами как раз сейчас можем наблюдать, о которой мы с вами говорили, вот он обнаружил во время своей экспедиции, привез к нам в Коломенское, но долгое время он не решался ее назад собирать по той простой причине, что башня несла на себе следы уже позднейших перестроек, и
точно ее исторический облик не был известен. И вот лишь после долгих лет изучений был установлен ее подлинный исторический облик, а собрана в итоге эта деревянная конструкция была заново у нас уже здесь, в Коломенском, получается, в начале 21 столетия. Так что вот такой любопытный путь проделал этот шедевр деревянного зодчества. А вот теперь мы с вами переместились к проездной башне Николо-Карельского монастыря. Наряду с Соловецким монастырем Николо-Карельский монастырь принадлежит к числу обителей русского севера. Ну и посвящен он в честь святого Николая Угодника. Монастырь этот основан был на рубеже 14-15 веков, однако расцвет его приходится на конец 15 столетия. Дело в том, что в нем, в этом монастыре, в этой обители были похоронены два сына Марфы Борецкой. Это представительница очень древнего новгородского семейства, Марфа Посадница. Занимала она важное положение в жизни Новгорода, еще когда он был вольным городом, то есть до подчинения его Москве. Ну и в силу того, что два ее погибших сына были похоронены как раз в этом монастыре, то она выделила немалые средства на поддержание этой обители. Мы неспроста подошли к самым воротам. Дело в том, что Николо-Карельский монастырь, кроме того, что это была очень важная духовная обитель, он был еще и, можно сказать, воротами, северными воротами русского государства. Ведь именно рядом с ним обычно на якорь вставали путешественники, дипломаты, которые прибывали к нам северным путем. В частности, в середине 16 столетия именно возле Николо-Карельского монастыря встали на якорь английские путешественники. И именно начиная с нее завязались тесные торговые отношения между Московским царством и английским королевством. Это было как раз во времена правления царя Ивана Грозного. Мы с вами сейчас находимся подле церкви святого Георгия, которая стояла на берегах реки Георгий, что течет в современной Архангельской области. Церковь эта освящена в честь святого Георгия Победоносца, тоже весьма почитаемого в России святого. Но архитектурной изюминкой является, конечно, его навершие, представляющее собой такую специальную деревянную кровельную конструкцию, которая называется бочка. И вот на этой бочке мы с вами видим три барабана с куполами. И сама бочка, вот эта полукруглая конструкция и купола, покрыты специальной деревянной черепицей, лемехом. Ну и завершить наш разговор об деревянном зодчестве в Коломенском, наверное, стоит вот этой замечательной избой медоварни, которая сейчас расположилась сбоку на Государевом дворе в Коломенском. По старинной легенде, в этой самой медоварне приготавливали напитки из меда, весьма популярные в русской кухне допетровской Руси. Ну и вот, подобно тому, как и прочие объекты нашего музея деревянного зодчества, эта самая изба медоварня была разобрана, перевезена сюда в Коломенск и собрана здесь заново. Обратите внимание, какие мощные бревна использовались для ее строительства. Вероятно, эти бревна являются остатками Преображенского дворца самого царя Петра Великого. Ну и мы с вами сейчас находимся подле парадных ворот Коломенской усадьбы. Передние ворота их еще называли, они обращены как раз лицом к Москве-реке, откуда царь Алексей Михайлович и прибывал в свою Коломенскую усадьбу. Обратите внимание, что ворота имеют две проездных арки. Вот одна побольше, собственно, она и есть арка проездная, но дело в том, что через нее на экипаже или верхом на лошади могли проехать только статусные гости царской усадьбы, сами члены царской семьи, включая самого хозяина, царя Алексея Михайловича, ну и патриарх, глава русской церкви. А вот для всех остальных гостей, включая даже статусных иностранных послов, которых тоже царь Алексей Михайлович принимал у себя здесь в Коломенском, была приуготовлена вторая арка, поменьше, она проходная получается у нас. Весь объем передних ворот подразделяется на три части. Нижний ярус — это, собственно, ярус ворот. Затем второй этаж, где вы можете видеть 4 таких вот окошка. Это палата львова рыканья. Такое интригующее название у нее, но дело в том, что известно из письменных источников то, что подле ворот располагались постаменты, на которых стояли механические львы, созданные мастером Петром Высоцким. Эти
обитатель, вы могли шевелиться, вращать глазами. Но вот механизмы, которые этими львами управляли, располагались на втором этаже в палате львова рыканья. Вот. Ну а третий этаж — это, по сути дела, часозвонная башня, где располагался часовой механизм, который должен был оповещать о движении времени. Понятное дело, что центром жизни коломенской усадьбы был роскошный дворец, где обитал сам хозяин, царь Алексей Михайлович, вместе со своей большой семьей. Но понятное дело, что жизнь коломенской усадьбы — это обилие всяких хозяйственных занятий. И понятное дело, что большое значение придавалось вопросам продуктового снабжения царской семьи. За моей спиной вы можете видеть комплекс так называемого сытного двора. Это место, где для царя Алексея Михайловича и членов его семьи приготавливались различные напитки, соусы и уксусы. Мы с вами подошли к памятнику, который является важнейшим не только для нашей усадьбы Коломенская, но и, пожалуй, для всей русской архитектуры 16 столетия. Это церковь Вознесения Господня в Коломенском. С ее созданием связана такая довольно любопытная легенда. Согласно ей, у великого московского князя Василия III, который правил в начале 16 столетия, долгое время не появлялся на свет сын, долгожданный наследник, которому можно было бы передать окрепшее русское государство. И тогда великий московский князь принял решение развестись со своей супругой Соломонией Сабуровой, заточить ее в монастырь. Ну и после этого он принял решение взять себе новую жену, молодую Елену Глинскую, которая и родила ему в будущем сына Ивана, будущего царя Ивана IV, Ивана Грозного. Но известно, что вот перед рождением как раз сына Василий III дал обет о том, что он, если у него родится вот этот самый долгожданный наследник, построит самую красивую церковь на Руси. Действительно, в 1528 году он приступил к строительству, пригласив иноземных мастеров из Италии, итальянских зодчих, которые и возвели этот храм к 1532 году, когда будущий Иван Грозный уже родился и уже жил 2 года как. Церковь Вознесения Господня в Коломенском имеет еще одну любопытную архитектурную особенность. Дело в том, что у нее нет колокольни. Но, тем не менее, рядом с этим храмом располагается еще один храм, храм в честь святого Георгия Победоносца, который принадлежит к такому замысловатому типу храмов, храмы иже под колоколы. То есть, по сути дела, это храмовая постройка, где непосредственно само пространство храма расположено на первом этаже, в то время как второй этаж — это колокольня, да, место, где расположены колокола. Стоит отметить, что эта церковь также была отстроена итальянскими зодчими по случаю рождения второго сына великого московского князя Василия III, Георгия или Юрия, как было принято в те времена озвучивать греческое имя Георгий. Да? Юрий — это один из вариантов этого греческого имени. Стоит отметить, что этот ребенок, получается, младший брат будущего царя Ивана Грозного, старшего сына великого московского князя Ивана III, принадлежал к числу последних таких удельных князей, то есть князей, которые при наличии великого князя правили какими-то небольшими уделами в масштабах общего российского государства. Большая коломенская царская усадьба — это было действительно очень большое хозяйство, которое требовало в том числе и больших объемов воды для уборки, для мытья. Известно, что в Коломенском было несколько бань для обслуживания царской семьи, а также для приготавливания напитков. Вот, поэтому в 17 столетии, когда статус коломенской усадьбы серьезно вырос, и Коломенская превратилась в такую парадную летнюю загородную резиденцию русского государя, царя Алексея Михайловича, возникла необходимость строительства здесь водопровода. Для этой цели сюда был отряжен мастер Богдан Пучин, или Богдашка Пучин, как было в те времена принято. И, собственно, этот мастер Богдан Пучин соорудил здесь водоподъемный механизм, который поднимал воду из Москвы-реки. Ну а сам этот механизм располагался в водовзводной башне, которую вы как раз можете видеть за моей спиной.
Вот эти могучие якоря отсылают нас к образу самого, пожалуй, знаменитого обитателя Коломенской царской усадьбы, царя-преобразователя, отца русского флота, императора Петра Великого. Известно, что когда Петр еще не был великим, когда он был совсем мал, он приезжал к нам сюда в Коломенское вместе с членами своей семьи, со своим батюшкой Алексеем Михайловичем, с матушкой царицы Натальей Кирилловной Нарышкиной. Ну и сейчас здесь у нас экспонируется домик императора Петра. Известно, что царь-преобразователь много путешествовал по российскому государству. Поездки его были вызваны часто хозяйственной, государственной необходимостью. Император Петр контролировал строительство городов, опорных пунктов, дорог. И вот во время строительства Новодвинской крепости он несколько месяцев прожил вот в этом домике, который потом, уже в 20-е годы, соответственно, был разобран и перевезен сюда к нам в Коломенское. Известно, что при царях из династии Романовых центр Коломенской усадьбы сместился чуть вглубь от высокого берега Москвы-реки, и здесь, рядом с первоначальным дворцом царской династии Романовых, была воздвигнута деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери, которая затем была отстроена уже в камне и в кирпиче. И вот эту церковь 17 столетия вы как раз видите за моей спиной. Возле воссозданного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском расположена конная скульптура, изображающая императрицу Елизавету Петровну, дочку Петра Великого, которая правила нашей страной в XVIII веке. Несомненно, Петр Великий самый известный из детей царя Алексея Михайловича, однако вместе с тем семья Алексея Михайловича была, конечно, очень-очень большой. У него всего было 16 человек детей, Петр был только 14-м ребенком в семье. Из 16 человек детей 6 было сыновей, ну и 10 дочерей. Таким образом, женщин в семье царя Алексея Михайловича было гораздо больше. Именно поэтому женская половина дворца, подле которой мы с вами сейчас находимся, была гораздо больше, чем парадная мужская половина. Собственно, здесь проживала сама царица, супруга царя Алексея Михайловича. Она была хозяйкой, по сути дела, в этих пространствах. Ну а все остальные комнаты были распределены для царских сестер, тетушек, дочерей. Мы с вами сейчас находимся возле парадного фасада царского дворца в Коломенском. Дело в том, что царь Алексей Михайлович, когда планировал этот дворец, то полагал, что он строит не просто летний домик для отдыха вместе со своей семьей, а именно парадную летнюю загородную резиденцию, где возможно было бы встречать иностранных гостей. Обратите внимание также на высокое парадное крыльцо, по которому сам царь Алексей Михайлович, а также статусные гости дворца поднимались внутрь. В старину, если человек приходил к царю, то это называлось пойти наверх, потому что верхом обычно в старом русском языке называли как раз царский дворец, в силу того, что он, как правило, был очень высок. Вот таким вот образом люди, которые имели доступ непосредственно в покои государя, назывались верховыми, верховые бояре, например. Мы завершаем нашу экскурсию 8-м чудом света, дворцом царя Алексея Михайловича в Коломенском, воссозданным дворцом, на крыльце которого сейчас я стою. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Всего доброго.